Ну что, сейчас будем производить разборку iMac 2017 года. 21,5 экран, i5 процессор, 8 гигабайтами оперативной памяти. Откупили мы Kingston оперативную память в нашем интернет-магазине Розетка. Бровар. Две планочки по 16 гигабайт каждая, то вместе 32 гигабайта. Так, у нас еще есть клеящие специальные ленточки эти, двухсторонний скотч называется, для экрана iMac. Это инструмент, ролик для отсоединения матрицы от корпуса, снятия двухстороннего скотча, лопаточка и запасные колесики, плюс отверточки. Ну, посмотрим, тут еще есть китайские мини-отвертки и на всякий случай карточка такая тоненькая, и плюс SSD на 500 гигабайт Samsung Evo 860 500 гигабайт SSD. Ну, будем сейчас пробовать разбирать. Ножнички нам надо. Такое колесико. Так, начинать, судя по видео, мануалу, колесико гнется. Ну, пошло. Так, покажем вверху сучку. Тут где веб-камера, колесико начало проваливаться, потому что там нету скотча. Все идет как по маслу, по углам плотненько. Угу. Потихонечку в другую сторону. Помощника у меня нет. Буду один разбирать. Я, конечно, раньше его не разбирал, iMac. Думаю, первый раз. MacBook я разбирал полностью. Там тоже свои варианты разборки, свои есть нюансы. Тут плотненько. Скотч мы отсоединили, оторвали роликом. Можно было на присосках взять держатель экрана. Но я думаю, что мы снимем и так без присоски матрицу. Тут что-то тоже. А, тут у нас микрофон, наверное. Нет. Разберем, потом увидим, что там у нас. Так. Ложим на бок. И пробуем снимать.
Мы оторвали матрицу. Теперь мы видим, сейчас можно ближе и подсветку включить. Сейчас положим. Так. Итак, мы сейчас будем отсоединять шлейфы матрицы. Так, тут, конечно, неудобно. Так, один шлейф отъединал, отсоединил, и второй. Теперь нам надо аккуратненько, Денис, приподнимаем, свети сюда. Там должны быть усики. Так, тут, чтобы не повредить веб-камеру, вот эти вот усики, тянем их сюда. Двухсторонний скотч. Раз. Похоже, что монитор не разбирался. Так, поддерживать, Денис, надо монитор, чтобы не соскочил. Два. Почему-то там одна должна быть, один скотч. Ну, в смысле, два кусочка. А тут что-то еще посередине. Посередине не должно было все скотча быть. О, пошло. Все. Так, и аккуратненько снимаем матрицу. Ложим в сторону. Так, что мы видим? Вот этот кусочек скотча. Хотя по мануалу тут две полоски вроде бы должны быть. Скотч отсоединился хорошо, а по краям нужно будет поснимать вот этот остатки скотча. Теперь нам нужно будет снять винчестер на 1 терабайт. Эйпловский, родной. Вместо него мы поставим SSD Samsung 500 гигабайт. Так, продолжаем дальше. Сейчас мы отсоединяем винчестер. Откручиваем и складываем детали по порядку. Так. 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 Крепление винчестера соединяем. Не полностью открутили. Вот такие вот винтики. Уложим пока сюда по порядочку. Так, это с правой стороны у нас короткая и длинная. Они разные винты. Стекер. Так, вот. HDD, Таиланд, 1 терабайт. Видно? Вот вместо него мы поставим сюда. Угу.
Он тоже приклеенный, оказывается. Никто не говорил, что он приклеен. Резиночка эта, подушечка приклеена к корпусу двухсторонним скотчем. Ну, пускай пока так побудет. Теперь нам нужно открутить кулер. Сейчас мы открутим еще вот эту подставочку. Тут уже отверточка другая там. Ну, пока мы открутим кулер. Так, подушечку эту снять резину, и тут тоже. И тоже оно как бы наклею. Вот. Теперь нам надо отсоединить кулер от материнки. Вот такой у нас кулер. Так, чтобы винтики не выпали. Пыль немножко присутствует. С этой стороны видно хорошо. Это там грамульки. Так, ложим по порядку, как мы разбираем. Сейчас пока, ну давайте пока мы открутим динамики. Аудиосистему, колонки. Мы их полностью не будем снимать, а отодвинем в сторону. Так. И нам надо будет крестообразную отверточку снять планочку, вот эту, которая фиксирует все. Такая у нас отвертка, не знаю, попробуем, подойдет. Подходит она на магните. Следующее. Так, вытащить, чтобы не потерять. Так. Так. Они очень маленькие, вот эти винтики. 3 открутили, 4-ю. Еще может быть, я не знаю, но сейчас посмотрим. Посередине под скотчем. Может быть, двухсторонним скотчем. Так. Вот. Спрятался бинт под скотчем. Оказывается, тут раз, два и третий посередине кусочек скотча. Двухстороннего. Откручиваем. И ложим. Посередине короткий скотч, этот винт. Вот один винтик получается короткий, хотя все одинаково. Теперь мы снимаем пластинку эту. Что-то мешает, да? Лежит, понятно. Так, ложим сюда. Вот так. Откручиваем гнездо крепления винчестера. Так, есть. Тут у нас что у нас? Тоже это надо снять блок живления, блок питания. Пускай пока тут побудет. Но я думаю, что мы, может,
плоскогубчиками, чтобы кормить. О, пошла. Так. Тут крепко зажаты бинты. О, пошла. Сорвали. Тут у нас тоже коннект. Законнекчен. Динамик. Так, пускай пока. Снимаем блок питания. Так, они одинаковые, два винта. Вот это правый, это левый. Левый тут, правый тут. Так. Ну, мы сейчас еще посмотрим, где там что. Так. Так. Надо было бы, конечно, соединить. О, соединил. Теперь нам соединить от материнки. Блок питания. Так. Радиатор чистенький, новенький. Видно, что его еще никто не разбирал. Так, винт где-то уже упал. Так. Тут правый винтик. Ну, пускай пока тут. Угу. А эту мы не сняли. Сейчас мы снимем. Так, шлейф туда пошел. Угу. Так. Это короткий, да? Этот подлиннее. Тут резьба другая. Так, ну вот это получается снимается воздуховод. Вот, снимается с материнкой вместе. Вот эта деталь. Сейчас мы откручиваем правый динамик, правую колонку. Кому как удобно назвать ее. Так. Вот такие на колонке направо. Это лицом к монитору. Так, открутили. И теперь нам надо открутить материнку. Тут получается и отсоединить коннекторы 4. Тут, чтобы соединить, нужно открутить тоже винтики, там мелкие, звездочка мелкая. Сейчас мы откручиваем материнку. Правый винт, левый. Угу. Винт. Это от колонки, пускай пока тут побудет. Так. Левый нижний.
Хорошо, что есть плоскогубчики такие, что... То, что китайская отвертка прокручивается. Вот тут крепление. Так. Где-то еще, наверное, тут. Вроде все, да? Раз, два, три. Да, Денис? 3 винта. Раз, два, три. И тут он тоненькая такая-то. Мы ее приподнимаем и снимаем контактик. Вот так. Коннектор. Тут тоже. Этим инструментиком приподнимаем и снимаем. Снимаем контакт. Так, и тут нам надо открутить мелкие. Сейчас я найду такую миленькую звездочку. Материнка аж прогибается. Так. Тебе видно, Валя, тут? Так. И снимаем аккуратно. Мы, наверное, винтики снимем, чтобы не потерять их. Один винтик тут где-то закатился, надо будет посмотреть. Так, напомнишь, Денис, от кулера. Снимаем контакты. Раз, два, три, 4. Есть. Ну что, теперь нужно его где-то еще держать, да? Так, и тут нам надо отсоединить. Есть. Так, где-то еще что-то держит. Тут. И тут надо снять тоже контактик. Так. Так. А, вот эту, видишь, тут прикручена пленочка, бачишь? Покажи крупным планом. Вот это показывает, что эту материнку никто не снимал. Винт накрытый. Да? Винт. Чтобы не поцарапать. Видишь? Угу. Мы его сюда, оп, на эту приклеим. Типа девственность. Прикрыта девственность материнки. Заводская. Тоже плотненько закручено. Очень плотно. Опа. Тут надо аккуратно, то что там шлейф очень такой нежный. Вот. Так. Получается, отсоединили блок питания. Тут коннектор вот такой. Надо было на усик нажать и отсоединить. Так, что же у нас получается тут держит? А, еще один винт тут. Угу. Вот, покажу. Вот он, винтик. Сейчас я вам покажу. Вот это вот. Вот, видно или нет? Вот он.
нужно потайной винтик вот этот открутить. Ну и откручиваем. Китайские отвертки, они короткие. А вот это она. О, пошло. Пошел винт откручиваться. Открутили. Сейчас нам надо вытянуть аккуратненько. Вот этот винтик коротенький, чтобы не... Так, куда мы его положим? Блин, давайте тут где. Вот этот винт держит вот эту потайную часть. Вот, пожалуйста, один винт держал все. Так, теперь аккуратненько снимаем. Коннекторы мы все сняли. Вот эту штучку, чтобы не повредить, аккуратно надо. Шлейфик. Так. И снимаем аккуратно. Вытаскиваем. Тоже получается и USB, и все контакты, которые есть в компьютере на материнке, вот сзади. Вот, пожалуйста. Мы наконец сняли. И даже можно, конечно, тут надо аккуратно поддерживать, чтобы не поцарапать. Так, вот оперативная память, которой мы пытались добраться. Вот это вот она. Давай сниму. Вот это все сейчас Денис поддерживает, чтобы не откручивать. Потому что нам только нужно заменить оперативную память. Там один винт вот этот, да, затерялся. Сейчас Денис раз. Ложи сюда. Пускай на этом будет, да. Ну все, снимай, валяй. Так, мы снимаем сейчас оперативную память, родную Apple-скую. Усики оттянули, и вот это она такая родная оперативная память на 8 гигабайт. Так, откладываем в сторону, снимаем следующую шланочку. Так, ложим, Денис пока держит. Вот эту штучку мы отклеим. Она как защита оперативной памяти на нижней. Угу. Отклеивается вместе с наклейкой плотно. Мы можем и с наклейкой отклеить, а потом приклеить обратно, если надо. А может и не надо. Угу, очень плотно. Значит, мы сейчас откладываем в сторону. Наклеечка осталась тут. Так. И ставим нашу купленную Kingston на 16 гигабайт одна планка. Это на низ пойдет. Так, у нас получается разрез сюда. Так, надо чуть выше, так, чтобы не мешало. Так, вот. Чуть-чуть кривовато, но принцип. И вставляем на место. Так. Так, надо отверточку какую-то плоскую.
даже вот эту лопатку, чтобы не поцарапать ничего. Угу. Так, она как под пружинкой вроде раз и защелкнуться должна. Раз. Есть. Так, следующую планочку оперативной памяти Kingston. Так, тут в магазине я с одной стороны вскрыла, а они с двух сторон наклеечку эту. Так, она сейчас. Так. На пальцах осталось. Так. И вторую. Убираем эту наклейки. Так. Смотрим. Так она должна стоять. Страшно сильно нажимать, она просит типа нажать. Так, чтобы защелкнуло. Так, вот у нас установлена оперативная память Kingston. Ну, теперь нам нужно все собрать на место, как мы разбирали, все собрать поочередно на место. Ничего больше разбирать не будем, потому что это новый компьютер iMac. Его никто не разбирал, пыли тут нет. Нет смысла тут снимать радиатор и ложить новую смазку на процессор и видеокарту. Все ставим на место. Вот коннекторы, которые присутствуют на задней стеночке. Радиатор. Оперативная память новая. Kingston. Две планочки. В общем, получилось 32 гигабайта. По рекомендации сюда больше и нельзя ставить на эту модель. Ну все, собираем тогда. Ну, это серьезная, конечно, работа. MacBook мы разбирали, а вот данную модель. Видишь, когда откручиваете, лучше вот эту ножку не откручивать. Но так как мы первый раз, мы не знали, что думали, может, нужно открутить, она держит воздуховод этот. Пошло, да? Пошло. Тут сильная пружина держит ножку. Но, конечно, надо усилие. Сейчас мы ее подожмем, чтобы она, не дай бог, не открутилась. Потому что у нас отверточка на усилие не рассчитана. На большие усилия. Это китайская, она прокручивается вот тут в корпусе. Так, ну, будем собирать обратно. Так, нам надо... Здесь тут надо будет поддерживать. Тут все у нас вроде бы, да? Опа, что-то упало. А, вот. Оттуда упало. Так, не, вот сюда. Надо, держи вот эту.
той рукой. А вот эту будешь держать вот блок питания. Так, ложим. Это у нас колоночка. И аккуратненько вставляем и вот эту, Денис. Ну, хай пока внизу там, пускай внизу. Коннектор микрофона. Так. Ждали тут еще что-то вот так. Так, вот сюда коннекторы. Динамик отдвинуть. О. О. Фух. Десь ще щось. Все ми задвигаємо поки сюди. Контакт. Давай этим лопаткой. Ну что, теперь надо... Так, вот этот винтик отсюда у нас был. А это скрытый был, да? Так, что там плотненько тоже. Так, сильно зажимать не будем. Так и сразу наклей. Нет, тут клея ничего не будем. Только все родное будет стоять. Так, куда падаешь? Пятый потайной был винт. Так, там надо приподнять. Ножку приподнимаем. Там под микроскопом чуть ли. Ну вот собрали. Теперь нужно отклеить скотч старый. Вот он. Сейчас мы отклеим. Внизу мы отклеили его. Вот, сейчас раз. Ну и так все остальное надо будет. Лопаточкой аккуратно. Последний кусочек с левой стороны экрана. Раз, и пошло. Все. Все мы полностью содрали. Вот эта кучка скотча старого. Сейчас мы новый скотч. Вот у нас пакетик есть. Запечатанный. Прислали нам. Сейчас будем распакуем и клеить. Но пока проверку не пройдем, приклеивать монитор не будем, матрицу. После проверки мы уже приклеим. Вот мы разложили полоски. Денис, а ну положи там на низ экрана. Двухсторонний скотч. Вот они, если ближе показывать. Хвостик потом, за который нужно будет, когда экран снимаем, тянуть. И вот эти вот с левой стороны 5-й номер, вверх единичка, вверх тоже правая сторона 2, правая сторона 3, и низ пошел. Денис положил уже вот с хвостиком, вот, за который потом тянуть при разборке.
матрицы. Ну все. Приклеим пока, а наружную пленочку снимать не будем. После проверки снимем. Сейчас мы наклеили уже. Двухсторонний скотч. Тут надо очень аккуратно по дырочкам и при помощи инструмента. Вот есть дырочка вот эта. И вставляем и центрируем наклеечку. И по ней аккуратненько по краю ведем. И до края. И снова вот это подправляем. Тут немножко вовнутрь, ну ничего, тут там полмиллиметра. Вот такая вот получилась. Сейчас мы проверим монитор. Вот, приклеивать не будем. Проверим, как работает загрузка, все остальное. Операционная система сейчас записана на SSD Samsung. Он у нас был внешний. Подключен через Thunderbolt. Ну все. Сейчас мы подключили к питанию блок. И подключили монитор. Ну что, попробуем стартануть. Нажимаем старт. И ждем. Яблоко пошло. Загрузка пошла. Значит, все нормально. Мы видим, что все нормально. Все. Денис выключил. Будем сейчас тогда клеить. Или даже низ пока приклеим, а потом вверх. Загрузимся. Выключим с питания. И низ приклеим, а вверх пока пускай будет. Посмотрим, нам нужно проверить оперативную память. Как она там. Подошла, не подошла. Все. Ну что, финишируем. Уже проверили, все видит. Мы отдельно скриншоты сделаем. Уже аккумулятор сел на айфоне. Теперь низ мы приклеили перед проверкой. Теперь нам нужен верх. Давай, Денис, оттягивай. Снимай. Чтобы не лопнуло там это стекло. Чуєш? А що воно таке? Не тянется? Отклеїлось. Так воно должно біле отклеиваться. Яке біле? Що ж ти, блін, народу? Денис одорвав не там, де... А воно тут на некоторых отклеится. Надо ж пробовать. Що тепер я не знаю, там надо отбирать. Лопатку возьму. У мене все нормально, а в тебе не вийшло. І в мене з краю, бач, одорвав. Отак, Денис. Раз, диви. Дивись, я пальцем. Не, вот смотри, раз. И там также. Не, все поддельно. Тоже пошло. Теперь проверяй там по краю. Может еще сдвинем чуть-чуть. А, там нормально. Нормально, отлично. Ну и укладываем все. Все. Теперь нам надо тряпочка вот эту. А где наша тряпочка от MacBook Pro? Фирменная. Потом еще. Сейчас надо приклеить, чтобы нормально. Все нормально. По краям отлично. Сделал дело, гуляй смело. Но, честно говоря,
Мне казалось, там проще. Сложновато немного. Ну, это первый раз, конечно. Боязни не было, но чуть-чуть стрёмно было.